Здравствуйте, мои дорогие братья по разуму, я Фиг, и сегодня мы рассмотрим такого персонажа, как Бэтмен, который может быть известен как Я Крутой, Дэдмен, Маня Про ТВ, Олег Турбо на Свай 228 и XYZ. На данный момент Бэтмен является главой спавна на сервере Маньюр, но вы спросите меня, что такое Маньюр? Маньюр — это РП ванила сервер с интересной задумкой, ссылка как попасть в описании. Так вот, вернемся к Бэтмену. Как он говорит, он около 7 лет играл на Мистере Ворд, но в 2023 году он решил обрести разум и зашел на страну Фику. Сервер предок Маньюра. В тот момент он еще не осознавал, что с ним будет. Осматривая старые источники, Бэтмен зашел со своим другом Соликсом, который в первый же день был забанен за X-Ray. Сам Бэтмен тоже был несколько раз забанен за тот же X-Ray и за другие проступки, но всегда его оправдания работали, и до сих пор он не был забанен. Бэтмен такой человек, которого все любят и ненавидят. Ночью он добрый и миролюбивый человек, но днем, когда мамы нет дома... Вернемся назад. Как он говорил, Бэтмен играл на Мистере Ворд около 7 лет, но при этом он упоминает в разговоре то, что ему всего 7 лет. Что? Как это возможно? Как в 7 лет у него есть такое обаяние, что простым разговором с админами он может разбаниться? Скорее всего, спросите вы. У меня есть ответ. Мистере Ворд. По неким разоблачениям можно понять, что это сервер Т-лаунчера. Т-лаунчер является лаунчером некого Маскена. Значит, Бэтмен сын Маскена. Ну что это нам дает? Все очень просто. Отец Бэтмена с самого рождения заставлял играть его на Мистере Ворд, и кажется, я нашел фотографию с этого момента. Так вот, отец Бэтмена с самого рождения растил в мозгу своего сына деревянный топор. Да-да, тот самый деревянный топор, которым все антигрифер-шоу заканчиваются. Что это, сундуки вот эти остались наверху, заебись вообще. Да ты чё? Топор — это живое существо, которое меняет сознание Бэтмена. Именно деревянный топор помогал ему выбраться сухим из воды во время банов и других проступков. Поэтому я советую быть осторожным с Бэтменом, ведь, скорее всего, Бэтмен уже не он. Наша база ученых выдвинула такую гипотезу, что внутри Бэтмен еще имеет свой разум и всеми силами пытается выбить из себя тот самый топор. Именно во время этого состояния он смог зайти на Маньюр и до сих пор здесь существует. Но, возможно, топору это на руку, ведь он получает некую очень важную информацию с этого. Наши ученые будут следить за этой ситуацией. Чтобы посмотреть за состояние Бэтмена в прямом эфире, приходите на мои стримы на этом ютубе и твиче. Я Фиг. Будьте аккуратней.